Весна 1951 года. На 3 авиабазах – Кадена на Окинаве, Якота в Японии, Асан в Южной Корее – техники с ночи готовят к вылету тяжелые бомбардировщики Би-29 Super Fortress. Те самые машины, которые 6 лет назад сожгли Токио зажигательными бомбами и уничтожили Хиросиму и Нагасаки ядерными. Серебристые четырехмоторные гиганты. 30 метров в длину, 43 в размахе крыльев, 11 членов экипажа. 2 пилота, штурман, бомбардир, бортинженер, радисты и 5 стрелков за дистанционными пулеметными турелями. И сегодня им лететь на самый массированный налет за последние месяцы войны. Цель – железнодорожный мост через реку Ялудзян у города Синыйджу, прямо на границе Северной Кореи и Китая. Через этот мост по единственной уцелевшей магистрали идут эшелоны с боеприпасами, продовольствием и подкреплениями для северокорейской и китайской армий. Уничтожить мост значит перерезать артерию, которая питает войну. Около 40 бомбардировщиков, больше 1,5 сотен истребителей эскорта. По меркам Корейской войны – армада. По расчетам штаба, этих сил хватит с запасом. Такое количество самолетов в воздухе одновременно должно было гарантировать и прикрытие, и результат. В это же утро на другом берегу Ялудзяна, на аэродроме Аньдунь, по китайскую сторону границы, 44 летчика получают боевой приказ. Они запоминают его содержимое, ведь записывать ничего нельзя. Перед вылетом каждый оставит документы, ордена, партийный билет, письма из дома, в общем, все, что может указывать на твое гражданство. На фюзеляжах их истребителей не красные звезды, а опознавательные знаки ВВС Северной Кореи. И в эфире им предписано говорить по-корейски. Вот только по-корейски никто из них не говорит. Официально этих людей здесь нет. Ведь официально Советский Союз не воюет в Корее. Через несколько часов этот день войдет в историю военно-воздушных сил Соединенных Штатов под именем, которое не забудется никогда, или Black Tuesday – Черный четверг. Но чтобы понять, что произойдет в этот день, нужно сначала понять, как вообще Корея оказалась местом, где столкнулись две сверхдержавы. С 1910 по 1945 год Корейский полуостров был японской колонией. 35 лет японской оккупации закончились в августе 1945-го, когда Япония проиграла Вторую мировую войну. Корея была свободна, вот только своей свободой распорядиться она, по сути, не успела. Или, точнее, ей не дали. Последние дни войны Корею освобождали с двух сторон. Советская армия наступала с севера через Манчжурию, американцы прибывали с юга. Обе страны были союзниками по антигитлеровской коалиции, но союзниками, которые уже не доверяли друг другу и, может быть, даже тихо ненавидели. Война с общим врагом еще не закончилась, а соперничество за послевоенное влияние уже шло полным ходом. Каждая сторона хотела, чтобы освобожденная Корея оказалась в ее орбите. И чтобы две наступающие армии не столкнулись друг с другом, нужна была линия разграничения. На тот момент два молодых американских офицера, Дин Раск и Чарльз Бонстил, получили задание найти такую линию на карте. На все про все у них было 30 минут. И выбрали они 38-ю параллель. Она делила полуостров примерно пополам и оставляла столицу Сеул в американской зоне. Предполагалось, что это временная мера на несколько лет, пока не пройдут общекорейские выборы и не появится единое правительство. Выборы так и не состоялись, ведь Москва и Вашингтон просто не смогли договориться о том, какой должна быть эта единая Корея и какие выборы должны пройти. Каждая сторона хотела видеть на полуострове дружественный себе режим и блокировала, конечно, любой вариант, который мог бы привести к победе противоположной стороны. К 1948 году стало ясно, что компромисса не будет. На юге при поддержке Вашингтона возникла Республика Корея. На севере при поддержке Москвы Корейская Народно-демократическая Республика во главе с Ким Ир Сеном. Временная линия на карте стала государственной границей, и оба режима считали себя единственной законной властью над всем полуостровом. Оба хотели объединения, но на своих условиях. 25 июня 1950 года Ким Ир Сен, заручившись согласием Сталина, решил добиться этого объединения силой. Северокорейская армия перешла 38-ю параллель, и за 3 дня они взяли Сеул. За 6 недель прижали южнокорейские войска к морю на крошечном плацдарме у города Пусан.
Южная Корея стояла на грани полного разгрома. И здесь в войну вступили Соединенные Штаты. Сама по себе Южная Корея не представляла для Вашингтона никакой большой ценности, ведь она была бедная, аграрная, малоразвитая страна на краю Азии. Еще в 1949 году американские военные выводили свои части с полуострова, а госсекретарь Дин Ачесон в публичной речи обозначил оборонительный периметр США в Тихом океане, и Корея в этот периметр, конечно, не входила. Но летом 1950 года все выглядело иначе. За предыдущие 5 лет мир после Второй мировой войны стремительно разделился на два лагеря. Советский Союз установил контроль над Восточной Европой. В 1949 году коммунисты победили в Китае, а Москва испытала собственную атомную бомбу. С точки зрения Вашингтона, советская сфера влияния расширялась, а американская сжималась. Корея сама по себе, может быть, и не стоила войны, но Вторая мировая превратила Соединенные Штаты в крупнейшую экономику мира, чьи товары, кредиты и военные базы опутывали планету. Эта система работала, пока страны-партнеры верили в американские гарантии безопасности. Как сейчас примерно. Потеря Кореи подрывала эту веру, а значит, угрожала всей конструкции послевоенного американского влияния. Поэтому президент США Гарри Трумэн действовал быстро. 7 июля 1950 года Совет Безопасности ООН санкционировал создание объединенного командования для помощи Южной Корее. Голосование прошло в отсутствии советского представителя, который на тот момент бойкотировал заседание Совбеза по другому поводу и не воспользовался правом вето. Под флагом ООН в Корею в итоге отправляются войска 16 государств, но основную тяжесть войны, конечно, несли американцы. Их пехота, их флот и их авиация. Командующим назначают генерала Дугласа МакАртура. Он командовал американскими силами на Тихом океане во время Второй мировой. Он принимал капитуляцию Японии на борту линкора «Миссури», а затем 5 лет фактически правил оккупированной Японией как военный губернатор. МакАртур привык принимать решения сам и не всегда считал нужным согласовывать их с Вашингтоном. Именно эта привычка скоро втянет в войну в гораздо более опасную фазу. В первые месяцы войны главным американским преимуществом была авиация, а главным ее инструментом – тот самый Би-29 «Суперкрепость». 4 мощных поршневых двигателя, 12 крупнокалиберных оборонительных пулеметов, способность поднять на высоту 9 километров до 9 тонн бомб, а это ведь, на секундочку, вес 3 груженных грузовиков. Друзья, я знаю, что среди моих подписчиков очень много людей, которые управляют всякими модельками, лодочками, машинками и любят авиацию, поэтому смотрят наш ролик. Все время спрашивают, почему один дрон, например, долетает и выполняет задачу идеально, а другой нет. Ведь батарейки-то, говорят, одинаковые. Но, знаете, похоже, основная проблема в том, что батарейки не одинаковые, они разные. И у каждой батарейки есть своя задача. Аккумуляторы сдыхают на холоде, расчеты не сходятся, постоянные просадки, еще что-то. И это всплывает в самый неподходящий момент. Ключевая мысль в том, что главная ошибка – выбирать аккумулятор по цифрам, а не под задачу. То есть такой увидел, 12 тысяч ампер, хорошо, берем, это же больше, чем 10, например, или там 20 больше, значит, полетит дальше. Нет, потому что нет лучшего аккумулятора, есть подходящий. Смотрите, быстрое сравнение. Это Semi-Solid, это LiPol, литий-полимер. Если дальность и холод, то это Semi-Solid. Если старт и скорость, это LiPol. Стабильность тут плюс-минус паритет, но вот ресурс у Semi-Solid значительно выше. Есть такой миф, что Semi-Solid не заменяет LiPol, и LiPol не универсален. Это вообще все разные инструменты, и это нужно запомнить. Нормальный подход сейчас – это выбирать подходящий аккумулятор под конкретную птицу и задачу. Компания Get Power как раз-таки занимается, они не просто продают, а подбирают решения под условия и под каждую миссию. И, господа, если вы так же страдаете, как я, то есть у вас были ситуации, когда по цифрам все должно лететь, а по факту ничего никуда не летит, ответ на этот вопрос вы найдете по ссылочке в описании. И заказать такие аккумуляторы вы можете там же. Переходите, у них есть свой телеграм-канал. К 1950 году Би-29 оставался основой американской стратегической авиации. Противопоставить этим машинам в Северной Корее было попросту нечего.
Несколько десятков поршневых истребителей Як-9 или штурмовиков Ил-10, спроектированных еще в годы Второй мировой, были уничтожены в первой же неделе. Зенитные снаряды просто не доставали до высот, на которых ходили бомбардировщики, и Би-29 работали днем в ясную погоду методично и безнаказанно. Для экипажей в этом не было ничего нового. Именно так эти машины работали над Японией в 44-45 годах. Десятки бомбардировщиков шли на цель плотным строем. Каждый из них прикрывал соседей огнем своих пулеметов, и вместе они создавали сплошную зону огня, в которую поршневому истребителю было крайне тяжело войти. Японские перехватчики несли тяжелые потери и просто не могли сорвать бомбардировки. Высота, строй и оборонительный огонь делали Би-29 практически неуязвимыми. Корея, казалось, только подтверждала этот опыт. В штабах американских ВВС укрепилась уверенность, что воздушная война здесь вопрос решенный. Авиация помогла переломить ситуацию и на земле. Летом 1950 года, когда южные корейские и первые американские части держали оборону у Пусана, Би-29 методично уничтожали все, что поддерживало северокорейское наступление. Мосты, склады, железнодорожные узлы, колонны снабжения. Северокорейская армия еще наступала, но с каждой неделей до нее доходило все меньше боеприпасов, топлива и подкреплений. Попросту сказать, она выдыхалась. И этим воспользовался МакАртур. В сентябре он провел десантную операцию у порта Инчхон в глубоком тылу северокорейских войск. Удар был рискованным. Инчхон имел одни из самых сильных приливов в мире, и десантные суда могли подойти к берегу лишь в узкое временное окно. Но расчет оказался верным. Северокорейская армия, без того ослабленная бомбардировками, оказалась отрезана от снабжения и покатилась назад. Сеул был освобожден. К октябрю американские и южнокорейские части вышли на 38-ю параллель и восстановили довоенную границу. И здесь можно было бы остановиться, но МакАртур решил идти дальше на север, к реке Ялудзян, к самой границе Китая. Вашингтон предупреждал, что это может спровоцировать Пекин. Но МакАртур отмахивался и был уверен, что Китай не посмеет вмешаться, а если и вмешается, американская авиация уничтожит его армии на переправах. И он ошибся дважды. Мао Цзэдун пришел к власти в Китае всего за год до начала Корейской войны. Молодая Китайская Народная Республика еще не успела окрепнуть, а к ее границе уже подходила армия одной из сильнейших держав мира. Для Пекина американские войска на Ялудзяне означали прямую угрозу, примерно как если бы чужие танки стояли на другом берегу Амура. Осенью 1950-го Китай начал тайную переброску в Корею народной добровольческой армии. Сотни тысяч солдат пересекали Ялудзян по ночам, прячась от американской авиаразведки. В конце ноября они нанесли удар. Силы ООН, не ожидавшие ни масштаба, ни ярости этого наступления, были отброшены на юг. Некоторые американские подразделения были окружены и почти полностью уничтожены. Это была наземная война, но параллельно с ней разворачивалась другая и в воздухе. И началась она чуть раньше. Еще до того, как китайские добровольцы ударили по силам ООН на земле, Сталин принял решение, которое изменило все воздушное пространство над Кореей. В Манчжурию, на аэродроме по китайскую сторону Ялудзяна, начал прибывать 64-й истребительный авиационный корпус советских ВВС. Это были не добровольцы, не советники и не инструкторы. Это были регулярные боевые части, укомплектованные кадровыми военными, летчиками и новейшими реактивными истребителями МиГ-15. Вы спросите, зачем это Сталин сделал? Причин было несколько. Падение Северной Кореи означало бы, что союзное коммунистическое государство уничтожено у всех на глазах. Удар по авторитету Москвы, как лидера всего социалистического блока, был неприемлем, а американские базы оказались бы прямо у советских дальневосточных границ. Китайские и северокорейские войска, вступившие в войну, нуждались в прикрытии с воздуха, а собственной авиации у них попросту не было. Мосты через Ялудзян, по которым шло все снабжение, были уязвимы для бомбардировок. Гидроэлектростанции на реке питали электричеством Северную Корею и промышленные районы Манчжурии. Все это нужно было защитить. Но помимо всего этого, Корея давала Советскому Союзу возможность проверить свою новейшую технику и тактику в реальном бою с главным вероятным противником, не вступая при этом с ним в прямую войну. 1 ноября 1950 года МиГи-15 из состава 64-го корпуса впервые вступили в бой над Кореей.
С этого дня в корейском небе у американцев появился настоящий противник. Но Сталин поставил одно условие. Советское участие не должно быть доказано. Ни один летчик не должен попасть в плен с документами. Ни один самолет не должен нести советские опознавательные знаки. В эфире было запрещено говорить по-русски. Последнее требование провалилось к чертям сразу. Американская радиоразведка зафиксировала русскую речь уже в первых боях. Летчики в горячке схватки, конечно, забывали заученные корейские фразы и кричали на родном трехэтажном русском языке. Американцы знали, что воюют с русскими. Советская сторона знала, что американцы знают, но обе стороны делали вид, что ничего подобного не происходит, потому что признание этого означало бы, что ядерные державы официально находятся в состоянии войны друг с другом. Но этого не хотел никто. Эта секретность определяла и где именно шли бои. Воздушная война велась в узком пространстве, границы которого задавались не горами или реками, а политикой. Советским летчикам категорически запрещалось залетать южнее линии фронта. Быть сбитыми над вражеской территорией означало плен, а плен – разоблачение, которое Москва, конечно, себе позволить не могла. Американским пилотам, в свою очередь, было запрещено атаковать аэродромы на китайской территории. Удар по Китаю мог спровоцировать Пекин на открытое вступление в воздушную войну всеми силами. А у Китая к тому времени, конечно же, появились новые и собственные МиГ-15 и пилоты, которых обучали советские инструкторы. Обе стороны воевали в рамках, которые задавал не военный расчет, а страх эскалации. И так возник узкий коридор вдоль реки Елудзян от города Синыйджу на корейской стороне до Аньдуна на китайской. Американские летчики прозвали это Миг-Аллей или Аллея Мигов. Добрый день, это шоу «Прослушка». Что слушаете? Добрый день, шоу «Прослушка». Что слушаете? Да, слушаю вас. Что слушаете? Да ничего, тишины чутка решил словить, знаете, а то громко, орут тут всякие. Лук, я звезда YouTube. Ага, на канал зайди ко мне. Ага. Название прижилось мгновенно, потому что оно точно описывало ощущение. Узкий проход, в котором тебя точно ждут. Схема боев повторялась раз за разом. Миги взлетали с аэродрома в Аньдуне, набирали высоту над китайской территорией, где были в полной безопасности, и оттуда пикировали на американские бомбардировщики, идущие к целям вдоль Елудзяна. Атака длилась считанные минуты. Миги расстреливали боекомплекты и уходили обратно за реку, куда американцы, конечно, пролететь уже не могли. Истребители сопровождения, привязанные к медленным бомбардировщикам, просто не успевали реагировать. Миги атаковали и исчезали. К весне 1951 года аллея Мигов превратилась в зону, где американская авиация впервые за долгие годы несла регулярные и ощутимые потери. С каждым месяцем советские летчики действовали увереннее. Они нарабатывали опыт, оттачивали приемы перехвата, учились использовать преимущества своих машин. Но учились на ходу, ведь тактика была сырой, координация между группами хромала, откровенно говоря, и многое приходилось изобретать прямо в бою. И все же американцы, привыкшие к полному господству в воздухе, столкнулись с противником, которого нельзя было ни запугать, ни задавить числом. В этих условиях американское командование сделало ставку на удушение снабжения. Если армию противника нельзя разбить в прямом бою, можно попытаться лишить ее всего, без чего воевать просто невозможно. А для этого нужно было уничтожить мосты через Елудзян, по которым шло все от снарядов до риса. Главной целью выбрали железнодорожный мост, основную магистраль из Китая в Северную Корею. Согласно архивным данным боевого расписания ВВС США, план предусматривал вылет 39 Би-29 под прикрытием 74 истребителей 3 типов. Больше сотни машин одновременно. Их задача была выйти на цель днем при хорошей видимости и уничтожить мост бомбами большой мощности. Подобные операции, конечно, уже проводились и раньше и проходили успешно, но такого количества машин в одном налете корейское небо еще не видело никогда. Датой назначили 12 апреля 1951 года. На другом берегу реки об этом знали. Советская разведка и китайские наблюдательные посты умели читать признаки подготовки к крупному налету. Усиленный радиообмен, перебазирование истребительных эскадрилей, участившиеся разведывательные полеты. Командир 324-й истребительной авиадивизии, входивший в 64-й корпус, был предупрежден и готовил своих людей. Этого командира звали
Иван Никитович Кожедуб. Он был трижды Героем Советского Союза, лучший летчик, ас союзных военных воздушных сил во Второй мировой войне. 64 подтвержденные воздушные победы в 330 боевых вылетах и 120 воздушных боях. Это был сын крестьянина из Сумской области, в юности работавший на химическом заводе. Человек, которого в летном училище поначалу считали посредственным курсантом, не подававшим больших надежд. Свой первый бой он провел на Ла-5, а закончил войну на Ла-7, лучшем советском истребителе того времени. Он прошел всю войну от Курской дуги до Берлина, ни разу не был сбит, а в последние месяцы войны над рекой Одер, уже на подступах к Берлину, сбил 2 немецких Мессершмитта МЕ-262. Немцы называли этот самолет «Ласточкой». Это был первый в мире серийный реактивный истребитель, который был настолько быстрее обычных винтовых машин, что считался для них недосягаемым. Но в Корее этому летчику категорически запрещено было подниматься в воздух. Кожедуб был слишком известен. Его гибель или пленение уничтожили бы всю конструкцию отрицания советского присутствия в Корее. Самый результативный ас союзников в кабине северокорейского истребителя. Это заголовки каждой газеты мира. Поэтому Кожедуб останется на земле, на командном пункте аэродрома в Аньдуне. Он будет слушать радиопереговоры, следить за обстановкой и ждать, пока его летчики вернутся. А летчики у него были те, которых он отбирал лично. Он формировал пары и четверки, выстраивал тактику, разбирал с ними каждый вылет. Многие прошли Великую Отечественную, за плечами у них были сотни вылетов и десятки воздушных боев с пилотами Люфтваффе. 44 летчика, 44 машины. Против 113. Приказ был коротким. Истребители сопровождения игнорировать. Атаковать бомбардировщики. Мост не должен быть уничтожен. Но прежде чем перейти к тому, что произошло 12 апреля, давайте разберемся, что представляли собой машины, которые столкнулись в этом бою. Би-29 получил имя Суперфортресс или Суперкрепость. Его создала компания Boeing. Программа разработки обошлась в $3 миллиарда, дороже, чем Манхэттенский проект, создавший атомную бомбу. Это был самый дорогой оружейный проект Второй мировой войны, и именно Би-29 сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Под это оружие специально и переделали эти машины. Других готовых носителей в Америке тогда просто не было. Название было не случайным. Его предшественник, Би-17, назывался «Летающая крепость» за мощное оборонительное вооружение и способность возвращаться на базу даже с чудовищными повреждениями. Би-29 был крепостью следующего поколения. Больше, выше, тяжелее и мощнее. Отсюда супер. Свой первый полет он совершил в 1942 году, и для своего времени это был технологический прорыв, как если бы сегодня кто-то построил самолет, опережающий все существующие лет на 15. Герметичная кабина позволяла экипажу дышать без кислородных масок. Практически потолок около 10 тысяч метров, а без бомбовой нагрузки машина могла забираться и даже выше. Максимальная скорость около 575 км в час. Хотя в крейсерском режиме, конечно, суперкрепость шла значительно медленнее, примерно 350-370 км в час. Оборонительное вооружение здесь 10 крупнокалиберных пулеметов Браунинг 50 БМГ в 4 дистанционных турелях и хвостовой установке, плюс 20-мм пушка в хвосте. На более поздних модификациях пушку часто снимали, заменяя ее дополнительными пулеметами, и тогда общее число стволов доходило до 12. Турели наводились через аналоговый вычислитель, прибор, который сам рассчитывал упреждение с поправкой на скорость цели, ветер и баллистику. По меркам начала 40-х это почти компьютерный прицел. Стандартный экипаж — 11 человек. 2 пилота, бомбардир, штурман, бортинженер, радист и 5 стрелков, каждый из которых отвечал за свой сектор обстрела. Но это базовый состав. В зависимости от задачи на борт добавляли еще дополнительных людей. Оператора радиоэлектронной борьбы, фотографа, дополнительного радиста, и экипаж вырастал до 12-13 человек, а на разведывательных вылетах и до 17. К 1950-му Би-29 был живой легендой и одновременно самолетом, которому исполнилось 8 лет.
Для авиации это немалый срок, но все, что делало суперкрепость неуязвимой, скорость, высота, оборонительное вооружение, было рассчитано на поршневые истребители, подходящие на скорости 400-500 км в час. Против них система работала идеально. Стрелки успевали поймать цель, вычислитель рассчитывал упреждение, пули летели туда, куда нужно. Но в Корее Би-29 встречали уже не поршневые истребители, их встречали МиГи. МиГ — это ведь не слово, как вы помните, а инициалы двух авиаконструкторов советской школы — Артема Микояна и Михаила Гуревича. 15 — это порядковый номер проекта их конструкторского бюро. За сухим индексом стояла машина, которая появилась на свет в 1947 году, всего через 5 лет после Би-29. Но это были 5 лет, за которые авиация совершила скачок, сравнимый с переходом от лошади к автомобилю. Реактивный двигатель, стреловидное крыло, скорость больше 1000 км в час, потолок свыше 15 тысяч метров. МиГ-15 мог подняться туда, куда Би-29 физически не дотягивался, и оттуда обрушился на бомбардировщик почти вертикально, на скорости вдвое больше, чем у суперкрепости. В конце 46-х годов в Лондон прибыла советская делегация. В ее составе был сам Микоян, конструктор двигателей Климов и металловед Кишкин. Они приехали за двигателями. К тому времени советские реактивные моторы исчерпали свои возможности, а лучшие в мире делали британцы. Новое лейбористское правительство Великобритании, стремясь наладить отношения с Москвой, согласилось продать Советскому Союзу несколько десятков своих лучших реактивных двигателей Rolls-Royce, Нин и Дервент. Сделка, о которой британские военные потом жалели долгие годы, потому что уже в феврале 1947 года двигатели были в Москве. Советские инженеры разобрали 6 из них до последнего болта, и этого хватило, чтобы снять чертежи, разобраться в конструкции и запустить серийное производство. Двигатель Нин превратился в РД-45, а позже в усовершенствованный ВК-1. В марте было подписано задание на новый истребитель, а уже в декабре летчик-испытатель Юганов поднял его в воздух. Меньше года от двигателя до летающей машины. Итак, британское сердце оказалось в советском самолете, который через 3 года будет сбивать союзников Британии. Главным же было вооружение. 3 пушки Н-37 калибра 37 мм и 2 НС-23 калибра 23 мм. Все 3 смонтированы на специальном съемном лафете в нижней части фюзеляжа. На земле его опускали лебедкой, и техники могли перезарядить или обслужить оружие за считанные минуты. Один снаряд 37 мм пушки весил около 750 граммов. При попадании в Би-29 он не пробивал аккуратно дырочку, он вырывал кусками обшивку и ломал лонжероны, разносил двигатели, и 2-3 таких точных попадания могли отправить бомбардировщик к земле. Против истребителя такие пушки были избыточны, зато против огромного бомбардировщика идеальны. МиГ-15 с самого начала проектировался как убийца крепостей. Правда, была у этого оружия и обратная сторона. Боекомплект был крошечным. Всего 40 снарядов к 37 мм пушке и по 80 каждый из 2 23 мм. Для сравнения, один Браунинг в Би-29 нес около 1000 патронов. Летчик МиГа не мог позволить себе длинных очередей. 6 секунд непрерывного огня и все. Каждый заход на цель должен был быть точным. Второго шанса могло и не быть. А еще МиГам предстояло прорваться к бомбардировщикам не в пустом небе. Строй Би-29 шел под защитой истребителей сопровождения 3 типов. F-80 Shooting Star, или «Падающая звезда», был первым американским серийным реактивным истребителем. Он появился еще в конце Второй мировой войны, но опоздал на войну. F-84 Thundercat, или «Громовая струя», был тяжелее, был мощнее, с большей дальностью полета. Его задумывали как истребитель-бомбардировщик, машину, способную и наносить удары по земле, и сражаться в воздухе. Оба самолета имели прямое крыло. Оба уступали МиГ-15 в скорости и высотности. Против него в воздушном бою и тот, и другой были почти беспомощны, но их продолжали использовать, потому что других машин просто не было, а прикрывать бомбардировщики нужно было уже сейчас. Единственным истребителем, способным драться с МиГом на равных, был F-86 Sabre, или «Сабля». Стреловидное крыло, как у МиГа, и, кстати, не случайно, что обе стороны черпали из одного источника, из немецких аэродинамических исследований, захваченных после войны. Немцы
первыми поняли, что стреловидное крыло позволяет лететь быстрее, и успели это доказать в продувочных трубах, но не успели применить в бою. Теперь их открытие летало по обе стороны фронта. По скорости и высотности эти две машины были примерно равны. Дальше начинались различия. МиГ был легче. Он быстро набирал высоту и лучше держался там, где воздух был разряжен. Выше 12 тысяч метров. Его пушки могли разнести бомбардировщик с нескольких попаданий. Сейбр же был тяжелее, устойчивее на пикирование, точнее стрелял на высокой скорости. Вместо пушек в нем стояли 6 скорострельных пулеметов Браунинг калибра 12,7 мм. Отличное оружие для воздушного боя с истребителем, но часто недостаточно против тяжелого бомбардировщика. И еще у Сейбра было одно преимущество, которого не было больше ни у кого. Радарный прицел. Он автоматически вычислял расстояние до цели и точку упреждения. Советские летчики целились глазами и опытом, а американские пилоты доверяли электронике. Проще говоря, МиГ был создан убивать бомбардировщики. Сейбр был создан убивать истребители. 12 апреля каждый из них занимался именно своим делом. Но все три типа американских истребителей в тот день были привязаны к бомбардировщикам. Их задача стояла не в том, чтобы охотиться на МиГи, а в том, чтобы прикрывать строй, держаться рядом с Би-29, подстраиваться под их скорость, реагировать, а не атаковать. Для быстрого и маневренного истребителя это самая неблагодарная работа. Утром 12 апреля началось рано. На авиабазах Окинавы экипажи Би-29 уже получили инструктаж. На аэродроме в Аньдуне техники заканчивали предполетную подготовку МиГов. 39 Би-29 «Суперкрепость» из 3 бомбардировочных групп. 8 машин из 19-й, 12 из 307-й и 19 из 98-й. Один за другим отрываются от полосы и набирают высоту. Бомбардировщики выстраиваются в колонну звеньев по 4 машины. Каждое звено идет так называемым ромбом. Один самолет впереди, 2 по бокам чуть сзади, 1 замыкает. Это построение, отработанное еще над Германией и Японией, решало конкретную задачу. Когда 4 Би-29 идут плотной группой, бортстрелок каждой машины прикрывает не только свой самолет, но и соседние. Истребитель, заходящий на атаку на одну крепость, автоматически попадает под огонь стрелков 3 остальных. Десятки крупнокалиберных пулеметов одновременно фокусируются на одной цели. За всю Вторую мировую войну ни японцы, ни немцы так и не нашли надежного способа прорвать такое построение. Вокруг бомбардировщиков многослойная защита. Ближний эшелон — это 36 F-84И Thunderjet из 27-й эскортной группы и около 20 F-80 Shooting Star из 49-го авиакрыла. Так в ВВС США называлась войсковая часть, объединявшая несколько эскадрилей. Они шли парами и звеньями прямо рядом с крепостями, защищая фланги и тыл. Передовой заслон — 18 F-86 Sabre из 4-го авиакрыла. 3 эскадрильи. Их задача — вырваться вперед на 10-15 километров, встретить МиГи и не пропустить их к бомбардировщикам. 113 самолетов в общей сложности, 39 тяжелых бомбардировщиков и 74 истребителя 3 типов. 3 эшелона, каждый из которых закрывает свою высоту. На другой стороне советские радиолокационные станции засекли приближение крупной группы самолетов. Кожедуб высылает разведку. 6 МиГов ушла в воздух, и через несколько минут разведчики доложили масштаб. Над морем идет колонна бомбардировщиков в плотном кольце истребителей. Да, они шли к мосту. Кожедуб поднял по тревоге все, что было на аэродроме Аньдун. Все боеспособные машины. 44 МиГ-15 из обоих своих полков, 196-го и 176-го гвардейского. 44 против 113, почти 1 к 3. Сам он, как мы помним, не летал. Он руководил боем с наземного командного пункта, нацеливал группы, распределял цели и решал, когда бросить резерв. Не летел в тот день и командир 196-го полка Евгений Пепеляев, один из лучших советских летчиков-истребителей в Корее, будущий обладатель 19 воздушных побед. Но бой вели его люди, и тактику, которую они применяли 12 апреля, Пепеляев разбирал потом детально, как командир
отвечающие за каждого из них. А разбирать было что? В предыдущих столкновениях советские летчики допускали одну и ту же ошибку – ввязывались в затяжные маневренные схватки с истребителями непосредственного прикрытия. Пока МиГи дрались с эскортами, тандерджетами и шутинг-старами, бомбардировщики успевали прорваться к цели и сбросить бомбы. А когда МиГи все-таки добирались до Би-29, они атаковали на недостаточной скорости, и плотный строй крепостей встречал их сосредоточенным огнем. Централизованная система управления огнем Би-29 позволяла десяткам крупнокалиберных пулеметов одновременно работать по одному истребителю. МиГи получали тяжелые повреждения, а бомбардировщики уходили. 12 апреля тактика была другой. Представьте, 44 МиГа идут к цели не единой толпой, а несколькими группами, растянутыми в ширину и разведенными по высоте. Между группами вертикали. Это как несколько этажей в небе. Если одна группа атакует сверху, другая заходит ниже, и они не мешают друг другу. Скорость 800-900 км в час. Как только кто-то из них замечает противника, короткая команда по рации «Сбросить подвесные топливные баки». Эти баки – дополнительное топливо для долгого полета, но в бою они только мешают, добавляя вес и сопротивление. Без них МиГ мгновенно разгонялся до околозвуковых скоростей 900-950 км в час. Дальше главное – игнорировать истребители прикрытия. Не ввязываться в бой, не тратить на них ни секунды, ни снаряда. Просто пронестись мимо них на околозвуковой скорости. F-84 и F-80, которые летели рядом с бомбардировщиком, были значительно медленнее МиГа. Они не могли ни догнать его, ни перехватить. Вся огневая мощь только по крепостям. Но мало было просто прорваться к бомбардировщикам, нужно было правильно на них навалиться. Мы помним, что Би-29 шли плотными ромбами по 4 машины, и стрелки соседних самолетов прикрывали друг друга. Атаковать одну крепость значит попасть под огонь 3 остальных. Поэтому МиГи заходили одновременно, в лоб, сверху, сбоку и сзади. 4 самолета в звене делились на 2 пары. Первая ударная прорывалась к бомбардировщику и била по нему. Вторая, прикрывающая, держалась рядом и отгоняла огнем американские истребители, которые бросались на помощь. Пока одна пара стреляет, другая защищает ей спину. Когда атака идет одновременно, с нескольких направлений, строй крепостей начинает рассыпаться. А как только строй рассыпался, каждый Би-29 оставался 1 на 1 с МиГом. И еще одна деталь, которую знали только сами летчики. У МиГ-15 в кабине стоял гироскопический прицел АСП-3Н. Специальное устройство, которое автоматически рассчитывало, куда нужно целиться с учетом скорости и движения цели. Умная машинка, которая должна была делать за летчика самую сложную работу. Но на тех скоростях и перегрузках, с которыми МиГ входил на атаку на бомбардировщик, прицел сходил с ума. Он просто не справлялся, ведь сетка прыгала, расчеты врали, целиться по нему было, невозможно. Поэтому советские летчики намертво стопорили прицел и стреляли на глазок, сами прикидывая, куда класть очередь. И чтобы попасть на глазок, нужно было подойти вплотную. 400 метров, открыть огонь, 200 продолжить стрелять, 150 последняя очередь и отворот. На такой дистанции 37-мм снаряд не пробивал дырку, он отрывал куски. Такой была тактика. Оставалось все проверить на деле. 8:55 утра. Кожедуб с командного пункта отправляет в бой первую волну 196-го полка, людей Пепеляева. Первой уходит 8-ка старшего лейтенанта Шеломонова, одного из самых опытных комзвеньев полка. Через минуту за ним 6-ка капитана Ткацкого. 14 МиГов навстречу Армаде. И уже на подходе к цели советским летчикам повезло. Передовой заслон Сейбров, 18 машин, не вышел в зону боя вовремя. Как позже писал сам Пепеляев, Сейбры оказались в стороне от маршрута Би-29. 18 лучших истребителей ВВС США оказались в нужное время в ненужном месте. Бомбардировщики остались без главной защиты как раз тогда, когда она нужна была больше всего. В районе Тецузана группа Ткацкого обнаружила 2 ромба. Би-29 под охраной F-80. Все по плану. Игнорировать истребители и бить исключительно по крепостям.
Капитан Иванов из группы Ткацкого обошел эскорт и обрушился сверху прямо на ведущий ромб. Атака была настолько стремительной, что ни стрелки Би-29, ни пилоты эскорта не успели даже сделать ничего. Иванов в упор расстрелял ведущую крепость. Би-29 загорелся и вывалился из строя. Ведомый Иванова, старший лейтенант Кочегаров, добил горящую машину. Бомбардировщик рухнул на землю. Тут же пара самого Ткацкого подожгла двигатель на еще одном Би-29. Машина отвернула назад. Следом подошла группа Шеломонова. Та же тактика, истребители прикрытия в сторону, все на бомбардировщике. Звено Шеломонова ударило по первому ромбу, звено старшего лейтенанта Сосковца по второму. Лейтенанты Шибанов и Савченко сбили один бомбардировщик и тяжело повредили другой. Истребители прикрытия попытались вмешаться, но старший лейтенант Фуков из группы Ткацкого точной очередью снес F-80. И все это первые минуты боя. Строй ромбов уже трещал по швам. 9:00. Кожедуб поднимал вторую волну. 14 мигов 176-го гвардейского полка, 8-ка капитана Шиберстова и 6-ка капитана Мурашова. Группа Мурашова шла выше и ударила первой. Старший лейтенант Плиткин сходу поджег Би-29. Во второй атаке его ведомый, по фамилии Образцов, отправил к земле еще одну горящую крепость. 8-ка Шиберстова разбилась на 4 пары и ударила по ромбам одновременно с 4 сторон. Именно так, как планировалось. С 400 метров Шиберстов поджег Би-29. Тот вывалился из строя. Его ведомый Николаев подбил второй. Капитан Сучков ударил по ведущему Би-29 в соседнем ромбе. Бомбардировщик вспыхнул, повернул к морю и рухнул в Корейский залив. Штурман 176-го полка капитан Милоушкин шел ведомым у Субботина. Они применили лобовую атаку, проскочили шквал огня на встречных курсах, тут же выполнили боевой разворот и ударили по Би-29 уже сзади. Вот так вспоминает он этот день. Встреча с противником состоялась на встречных курсах. В атаку пошли в лобовую, и как только поравнялись, сразу маневр и разворот, и завязался клубок боя. Все разбились на группы на мелкие, и Субботин пошел на ведущего. Я на правого ведомого. Тандерджеты шарахнулись вниз от нас. Первая атака была для них неожиданной и стремительной. Я даже не видел шквала огня стрелков Би-29. Открыл огонь из всех пушек и увидел всплески разрывов на фюзеляже и моторе крепости. Субботин тоже очень удачно стрелял. Крепость задымила, и за ней потянулся шлейф белого дыма. Через несколько секунд плотного строя не было. Ромб рассыпался, вспоминал Милоушкин. В строю летели только 2 бомбардировщика. В моем прицеле быстро увеличивался силуэт Би-29. Я открыл огонь, но в большой пушке кончился боезапас. Те самые 40 снарядов к 37-мм пушке закончились. Дальше Милоушкин уже палил бесприцельно из 23-мм пушек. Не чтобы попасть, а чтобы отпугнуть наседавшие F-84. 9 часов 10 минут утра. К мосту вышла группа капитана Васько из 176-го гвардейского полка. Васько — это герой Советского Союза, боевой летчик еще с Великой Отечественной войны. Его группа навалилась на истребителей эскорта и связала их боем, не давая вмешаться, пока остальные МиГи продолжали рвать строй бомбардировщиков. 9:22. Кожедуб вводит последний резерв. Все, что осталось. 8 МиГов 196-го полка под командованием капитана Бокача. Бомбардировщики уже на боевом курсе перед мостом. Бокач сходу ворвался в строй. Первой атакой он заставил истребитель эскорта уйти вниз под бомбардировщики, расчистил себе путь и ударил по крепостям. Он сам и его ведомый Ларионов повредили 2 машины. Пара Назаркина, так фамилия другого пилота, ударила по ведущему ромба настолько точно, что объятый пламенем Би-29 рухнул прямо у моста. Он даже не успел открыть бомболюки. И все это время в гуще боя находился капитан Борис Абакумов, командир звена 196-го полка, один из тех, кто ушел еще с первой волной Шеломонова. То, что он увидел и пережил за эти 12 минут, он потом это описал так, как не смог бы ни один человек, наблюдающий со стороны. Кожедуб с командного пункта руководил боем, нацеливал всех нас на подходящие бомбардировщики, и вот уже первые факелы огромных машин потянули дымные следы к земле.
Американские истребители, не торопившиеся выручать своих собратьев, носились по внешнему кольцу этой огромной орбиты и ждали момента, кого бы из наших подхватить на прицел. Бомбардировщики не выдерживали наших атак, сбрасывали бесцельно многотонные бомбы. Один Би-29 резко отвернул от боевого курса и, отстреливаясь из всех турелей, пошел в сторону советского аэродрома. Абакумов бросился за ним. В первую очередь недолет. Времени нет. Второй заход. Атаковал еще раз, взял поправку в прицеливании и выпустил весь боекомплект в хвост противнику. Хвост крепости развалился на глазах. Экипаж оставил бомбардировщик и спустился на парашютах. Один парашютист чуть не попал под удар моего самолета. Я успел отвернуть машину. Бой продолжался. Мелькали истребители перед глазами, где небо, где земля, все смешалось в этой одной карусели. Боекомплект пуст. Абакумов безоружен, Би-29, за которым он охотился, уже падает. И в этот момент пара сейбров зашла ему в хвост. С 300 метров они открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Теперь та же секунда, та же точка в небе, но из другой кабины. Капитан Джеймс Джабара, пилот Сейбра из 334-й эскадрильи. Через несколько недель он станет первым американским реактивным асом, но это потом. А сейчас он на высоте 7,5 километров и видит МиГ на 1,5 километра ниже. Вот что он вспомнил. Он не видел меня и направлялся к Би-29. Моим козырем было преимущество в высоте, что я использовал для набора скорости. Я настиг его, прежде чем он достиг группы Би-29. Пули из пулеметов моего Сейбра изрешетили его фюзеляж, но он продолжал лететь, петляя и маневрируя. Абакумов чувствовал это так. Забарабанили пули по плоскости моего самолета. После энергичного маневра Сейбры немного от меня отстали. Мой покалеченный МиГ с сильным правым креном несся к аэродрому. Он дотянул. Он посадил изрешеченную машину. Крепость, которую он расстрелял к тому моменту, уже лежала на земле. Джабара считал, что спасает бомбардировщики, но Би-29 был уничтожен еще до того, как он открыл огонь. Он стрелял по летчику, который уже сделал свое дело. Но Абакумов был не единственный, кто заплатил за этот бой кровью. Капитан Яковлев из 196-го полка атаковал бомбардировщики и попал под ответный огонь. Пули повредили двигатель и вдребезги разбили фонарь кабины. Осколки плексигласа изрезали ему лицо. Яковлев, полуослепший, с умирающим двигателем, не мог дотянуть до аэродрома. Он посадил покалеченный МиГ на рисовое поле и выжил. Позже Джабара признал то, что в тот день понимал все. В этот день МиГи показали, что они более агрессивны против соединений Би-29, чем против истребителей. Мы были не в состоянии вмешаться в их действия, так как медленно снижались для обеспечения прикрытия. Пока мы сбросили баки и набирали скорость, МиГи смогли уже пробиться к бомбардировщикам со всеми своими пушечными стволами. По описанию Пепеляева, весь бой шел на высоте 7 или 8 тысяч метров и продолжался около 20 минут. 20 минут. 44 МиГа против 113 самолетов. Почти тройное численное превосходство. И оно не помогло. Строй перестал существовать. Суперкрепости беспорядочно сбрасывали бомбы и поворачивали на восток. Пепеляев, как профессионал, честно признавал, часть Би-29 все-таки прорвались. Одна управляемая бомба попала прямо в мост и вывела его из строя на несколько дней, но основная задача налета была сорвана, а потери оказались чудовищными. Официально американцы признали гибель 3 Би-29. 3 машины неприятно, но не катастрофа. Однако современные архивные исследования, в том числе работы аргентинского историка Диего Зампини, полностью подтвердили доклады советских летчиков. В тот день американцы потеряли 10 тяжелых бомбардировщиков и 2 истребителя F-80. Борт 44-86-370 рухнул в Желтое море. Все 12 членов экипажа погибли. Борт 44-69-682 разбился о землю. Экипаж погиб полностью. Борт 44-622-52 дотянул до базы в Сувоне, но сесть не смог. 7 членов экипажа выпрыгнули с парашютами еще над Северной Кореей и попали в плен. Командир Джеймс Чена
и 4 оставшихся прыгнули последними, уже перед самым столкновением с землей. 2 бомбардировщика дотянули до авиабазы Кадена на Окинаве. Пилоты наверняка думали, что все позади, но обе машины разбились и сгорели прямо при посадке. Еще 3 Би-29 добрались до Южной Кореи, но повреждения были такими, что ремонтировать было попросту нечего. Они были списаны на металлолом. Особенно досталось 93-й бомбардировочной группе. Она потеряла 5 Би-29 и 2 полных экипажа. Милоушкин описал то, что творилось на американских аэродромах по данным послебоевой разведки. Много Би-29 разбилось при заходе на посадку на основных базах на Окинаве. Некоторые самолеты после посадки не могли рулить. Некоторые садились на брюхо и горели на полосе. Из состава экипажей в 12 человек оставалось по 4-5 невредимых максимум. Американцы заявили, что в ответ их стрелки и истребители сбили 14 мигов. 14 уничтоженных за один бой. Это число не имело никакого отношения к действительности. Все 44 мига вернулись в Аньдун. Ни один из них не был потерян. Ни один летчик не погиб. Это не значит, что бой дался легко. Яковлев сажал миг на рисовое поле с изрезанным осколками лицом. Абакумов тянул до аэродрома с простреленным крылом и сильным креном. Но разница между изрезанным лицом и 10 уничтоженными бомбардировщиками – это и есть результат 12 апреля или Черного четверга. Победы Абакумова и еще 2 летчиков, впрочем, официально засчитаны не были. Их крепости упали в море, обломков не нашли. Нет обломков, нет подтверждения. Бюрократия работала даже на войне. Американцы назвали этот день «Черный четверг». В штабах целую неделю длился негласный траур по погибшим экипажам. Командование стратегической авиации убрало из зоны боевых действий 75 Би-29. Но смириться с этим они не могли. – 23 октября 1951 года Би-29 снова вышли на дневной удар. За полгода после «Черного четверга» в штабах пришли к выводу: 12 апреля – тяжелый, но поправимый эпизод. Усилим эскорт, улучшим координацию, учтем миги. Просто убрать бомбардировщики с дневного неба означало признать провал. На этот раз целью были аэродромы Намси и Тайсен. Как и в случае с «Черным четвергом», оценки сторон сильно расходились. В хаосе масштабного воздушного боя каждый видел свое. Советские летчики насчитывали больше 20 бомбардировщиков и до 200 истребителей прикрытия. Американцы заявляли, что их атаковали всего 44 мига. Рассекреченные послевоенные архивы обеих сторон показали, что и те, и другие ошибались. По американским боевым расписаниям к Намси шли 9 Би-29 из 307-й бомбардировочной группы под прикрытием 55 тендерджетов и 34 сейбров, почти 90 истребителей, по 10 на каждый бомбардировщик. По советским журналам боевых действий на перехват было поднято 84 мига. Вдвое больше, чем заметили американцы. 58 машин из 303-й авиадивизии шли в первом эшелоне на удар. 26 мигов 324-й дивизии составляли второй эшелон, наращивать силы и прикрывать выход из боя. Другие летчики, другие полки, но тактика та же, что и была отработана 12 апреля. Все было продумано, плотная эшелонированная защита. Миги должны были увязнуть в эскорте и не добраться до крепостей. Но не увязли. В стремительном пикировании они прошли через строй американских истребителей и ударили по бомбардировщикам. 3 Би-29 сбиты в воздухе. Один вернулся на базу еще до боя из-за неполадок. Из оставшихся 5, дотянувших до своих аэродромов, 4 получили такие повреждения, что разбились при посадке или сели на брюхо с убитыми или ранеными на борту. Как минимум 2 бомбардировщика пришлось списать навсегда. Из 9 машин, вышедших на задание, невредимой не вернулась ни одна. В США этот день назвали «Черный вторник». Если «Черный четверг» еще можно было списать на внезапность, сильного противника или неудачный день, ошибки сопровождения, то «Черный вторник» списать было уже не на что. Эскорт был максимальным, координация лучшей из возможных. Все было сделано правильно, и все равно не помогло. Дело было не в конкретной ошибке, дело было в самой идее.
Тяжелый поршневой бомбардировщик больше не мог выжить днем против реактивных истребителей. И точка. После этого командование ВВС США окончательно убрало Би-29 с дневного неба. Начальник штаба ВВС генерал Ванденберг позже признал, что стратегическая авиация в Корее истекает кровью. Эпоха дневных стратегических бомбардировок, начавшихся над Германией и достигшая пика над Японией, закончилась в небе Кореи. Но последствия выходили далеко за пределы полуострова. На тяжелых бомбардировщиках строилась вся американская ядерная доктрина. Все планы превентивного удара по Советскому Союзу предполагали одно: сотни крепостей прорываются к советским городам и сбрасывают атомные бомбы. Корея показала, что они не прорвутся. Началась гонка. Американцы форсировали создание Би-52, реактивного стратегического бомбардировщика, который должен был лететь выше, быстрее и дальше всего, что существовало на тот момент. Советский Союз строил свой ответ – Ту-16. Но обе стороны уже понимали, даже реактивные бомбардировщики не гарантия, и параллельно началась другая гонка – ракетная. Межконтинентальные баллистические ракеты – это оружие, которое не нужно прикрывать истребителям, которое нельзя перехватить. Советский Р-7, американский Атлас. У ракетной гонки было много причин, но одна из них была доказана в небе над рекой Ялу. Бомбардировщик, каким бы мощным он ни был, можно остановить. И все это стратегия, доктрины, ракеты, а теперь о людях. Помните, мы говорили, что летчикам запрещали говорить в эфире по-русски. Конечно, получалось не всегда, в горячке боя срывались на мат, но правило было железным. Так вот, вся эта секретность не закончилась вместе с войной. Она только начиналась. Когда полки возвращались домой, им запрещали сообщать близким даже о самом факте прибытия. В личных делах никакой войны, только сухая запись. Правительственная командировка. Американские же ветераны Кореи вернулись домой героями. Писали мемуары, давали интервью, получали награды на торжественных церемониях. Джабара стал знаменитостью. О нем знала вся Америка. Об Аввакумове не знал никто. О Пепеляеве, Шиберстове, Милоушкине никто за пределами узкого круга не знал. Их боевой опыт оставался невостребованным даже внутри собственных вооруженных сил. Гриф «совершенно секретно» уроки легли на полку. Многие летчики, те, кто шел ведомыми, кто прикрывал командиров, кто тянул подбитые машины на аэродром, так и не получили заслуженных наград. Пепеляев написал об этом спустя десятилетия. Более 3 века, правда, о подвигах наших летчиков оставалась тайной за 7 печатями. 3 века эта война была в СССР неизвестной, засекреченной. 3 века ее герои вынуждены были молчать о своем прошлом. Только в конце 80-х годов, когда Советский Союз начал рассыпаться и занавес стал приоткрываться, появились первые публикации. Ветераны заговорили. Но для многих, что случилось, было слишком поздно. Кто-то не дожил, кто-то уже не мог вспомнить, кто-то так и не захотел. За 30 лет привычка держать все в себе стала частью жизни. 12 апреля 1951 года 44 летчика за 20 минут изменили ход авиационной истории. Они сделали то, что не удавалось никому до них. Заставили крепости уйти из дневного неба. Их страна об этом не узнала. Мир об этом не узнал. Они вернулись домой, сняли чужую форму и прожили свою жизнь так, будто ничего не было. Но это было. Друзья, если вам понравился этот выпуск и вам бы хотелось увидеть что-то новое прямо сейчас и что-то очень секретное, переходите в наш секретный канал, и, возможно, этим вечером вы узнаете больше, чем после просмотра этого видео. У меня все. Увидимся.